Всем привет, дорогие друзья! Вы давно просили меня приготовить хлеб на закваске. Но для начала я хочу показать вам, как я вывожу ржаную закваску. На мой взгляд, она самая простая, и ее потом легко перекормить на пшеничную муку или пшеничную цельнозерновую муку. Процесс очень простой, и буквально через 7-8 дней вы сможете попробовать испечь свой первый хлеб на закваске. И вот, друзья, я фактически через день пеку вот такой замечательный хлеб на закваске. Он такой вкусный, что от него просто невозможно оторваться. Намного вкуснее, чем хлеб на дрожжах. Я уверена, что все, кто пробовали хлеб на закваске, со мной согласятся. И, конечно, такой хлеб в разы полезнее, чем обычный дрожжевой. Для выведения закваски мне понадобится всего лишь два ингредиента. Это мука и вода. Я буду выводить ржаную закваску 100% влажности. Это у меня ржаная цельнозерновая мука. И здесь просто чистая вода из-под крана. Беру вот такую чистую баночку. Обязательно баночка должна быть с крышкой. Я буду делать закваску без весов. Набираю просто столовой ложкой. Сейчас я всыпаю 3 столовые ложки ржаной цельнозерновой муки в банку. И теперь добавляю воду. Воды понадобится от 3 до 5 ложек. Просто набираю воду и вливаю. Сначала я добавлю 3 ложки воды и перемешаю. Должна получиться консистенция такой густой сметаны. Здесь у меня сейчас мало воды, я еще добавляю. Так как я делаю закваску без весов, ориентируемся именно на консистенцию. Я сейчас хорошо все перемешиваю, чтобы не было сухой муки. Получилась вот такая консистенция, как я уже сказала, как густая сметана. Немножко все разравниваю. Баночку закрываю крышкой. Можно ее закрыть и плотно так пищевой пленкой. Дырочки делать не обязательно, особенно если банка у вас такого достаточно большого размера. Тогда крышку с нее точно никак не сорвет. Если хотите, можно еще накрывают крышкой и проделывают в ней дырочки. Но я этого не делаю, просто вот такой обычной крышкой закрываю. Теперь баночку ставим в теплое, темное место на 1 сутки. Температура воздуха должна быть от 24 до 28 градусов. Если у вас в квартире холодно, закваска может расти чуть медленнее. У меня прошли 1 сутки, и я вам сейчас покажу, какая уже сейчас закваска. Как видите, она работает. Вот уже появились пузырьки воздуха. Она уже начинает, так сказать, активизироваться. Выглядит очень хорошо. Вообще на ржаной муке закваска всегда получается, мне кажется, идеальной. Кстати, если вы не хотите использовать ржаную муку, можно сюда в закваску добавлять не только ржаную муку, но и обычную пшеничную цельнозерновую муку. На ней тоже закваска хорошо растет и развивается. Итак, я сейчас открываю банку и буду закваску кормить. Она вот так вот тянется. У нее сейчас не очень такой приятный запах. Итак, я сейчас добавляю вот такую столовую ложку с горкой ржаной муки цельнозерновой и добавляю воду. Сейчас добавлю 1 столовую ложку и перемешаю. Посмотрю, какая консистенция. Ну, конечно, этой воды будет мало, так как у меня муки такая хорошая ложка с горкой была. Вымешивайте закваску хорошо, чтобы в ней образовывались именно вот эти пузырьки воздуха. Ну и вот посмотрите, какая сейчас у меня получается консистенция. Как густая сметана такая. Снова закрываю крышкой. Ну и чтобы не запутаться, какой сегодня день, я специально сейчас отмечу, что это у меня 2-й день. Я ставлю закваску, и она будет у меня стоять 2 сутки. Ну это чтобы не запутаться. А вообще смотреть закваску, готова она или нет, надо по ее внешнему виду. Закваска может быть готова и через 5 дней, и через 7 или через 8. Итак, у меня сейчас прошло 2 суток. Посмотрите на закваску. Вот здесь идет такая активность, идут пузыри. Закваска чувствует себя
на мой взгляд, прекрасно. Сейчас повторяю все точно так же. Покажу вам также, как она выглядит внутри. В ней есть вот такая активность. Много пузырьков. Сейчас я добавлю ржаную муку. Я добавляю 2 столовые ложки муки и добавляю воду. Я сегодня решила закваску покормить чуть-чуть больше. Не 1 столовой ложкой, а 2. И хорошо, активно все перемешиваю. Вот я сейчас перемешиваю, видно, прям такие пузырьки идут. Как видите, я вообще не ориентируюсь на какие-то граммы. Я добавляю и смотрю на консистенцию. Хорошо перемешиваю. Закрываю все крышкой и отправляю в теплое место. И я себе поставлю, что это у меня уже 3-й раз я кормлю, 3-е сутки. Итак, у меня уже прошло 3 суток. Посмотрите, как ведет себя закваска. Появилось много пузырьков, она работает. Я уже не буду слишком много ничего рассказывать, показывать. Просто повторяем и на 4-й, и на 5-й день то же самое. Подкармливаем закваску. Я добавляю 2 столовые ложки муки и добавляю воду, так чтобы получилась консистенция сметаны. Хорошо перемешиваю, чтобы прямо насытить закваску кислородом. У меня прошло уже 4 дня. Закваска вот так чудесно выглядит. Посмотрите, сколько пузырьков. Она очень активная. Сейчас я покажу внутри. Великолепно. Кстати, если у вас получается, что вы все время добавляете сюда, в эту баночку, муку и воду, если я вижу, что закваски получается слишком много, я просто какое-то количество выбрасываю. Эту закваску, еще которая не готова, хранить не надо, никуда ее использовать не надо. Итак, я снова добавляю 2 столовые ложки муки и воду. Если вы все-таки используете весы, то примерно надо брать одинаковое количество. Допустим, там 25-30 грамм муки и 25-30 грамм воды. Прикрываю крышкой. Поставлю, что у меня 5-й раз я кормила закваску. Оставляю ее еще на сутки. Итак, у меня прошло 7 суток, и я вижу, что моя закваска уже полностью готова. Посмотрите, как высоко она поднялась. Она выросла больше, чем в 3 раза. И я уже вижу, что уже даже она начинает оседать. То есть закваска получилась великолепная. Из нее уже можно печь хлеб. Посмотрите сейчас, как она выглядит внутри. Все вот так вот бугрится, много пузырьков. Готовность закваски определяем по нескольким признакам. Во-первых, должен быть очень приятный запах, такой слегка кисломолочный, свежий. Закваска должна быть активная, в ней должно быть много пузырьков. И есть еще один тест на проверку закваски. Надо налить воду, выкладываем закваску. Если она плывет и не тонет, то есть она получается такая легкая, воздушная, значит закваска готова. И буду делать опару для хлеба. Но это уже будет в другом видео. Кстати, если у вас закваска еще так не выглядит, как у меня сейчас, тогда продолжайте ее еще кормить. Возможно, у вас температура в помещении ниже, либо другая мука. Поэтому продолжаем кормить закваску и ждем, когда она хорошо будет работать и будет вот такой активной.
И сейчас я вам еще хочу показать мою закваску, которую я делаю на пшеничной и на цельнозерновой муке. Эта закваска у меня готова для того, чтобы уже начинать печь хлеб. Она очень активная. Видите, сколько в ней пузырьков? Выглядит великолепно. В зависимости от того, какой мукой вы будете подкармливать закваску, она будет приобретать тот и вкус. Если вы будете добавлять ржаную муку, либо цельнозерновую муку, она такой вкус будет и приобретать. Ее надо обновлять. Я покажу в следующих видео, как это делать. Вот когда будем делать опару для хлеба, я покажу, как можно обновить закваску. Друзья, если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук «Позитивная кухня», чтобы не пропустить новые интересные рецепты.